Всем привет, и мы сегодня приехали по моей большой просьбе. Саша не очень хотел в Green Planet. Тут будут разные птички, животные, насекомые. Ну и вообще проведем классное время. А там будет такой оазис внутри, будет там, где будет огромный ствол дерева. И возле нас будет летать, короче, много разных птиц, попугаев там. И тому подобной живности, да? Я надеюсь, насекомые не будут летать, потому что я их боюсь капец. Я надеюсь, его не закрыли на время пандемии. Видите, это на ПЦР-тесты люди сдают, я так понимаю. Так, нам надо вот в то здание, наверное, предполагаю. Не, наверное, точно я видела. Ты же видел? Картинке, да. У нас уже последний день в Дубае, и мы не посетили пляж, который я хотел. Кайт, который от нас ближе всего. Неплохой пляж, в принципе, там немного людей. Этот пляж славится большими ветрами, я так понимаю, все, что я смог почерпнуть из интернета. Он популярен у кайтсерферов, понятное дело. Я хотел туда попасть, и Оля в этот раз говорит: все, не хочу никакие пляжи, надоело, все, жарко, давай как-то гулять в другое место. Короче говоря, Оля меня склонила к походу вот на эту локацию. Позже расскажем, в принципе, все, что мы думаем о Дубае, наше мнение, выводы, цены, сколько мы на все потратили, ну и так далее. Вот цены. Я пользуюсь вот таким приложением. Это не реклама, просто в путешествиях очень удобно валюту свою выбрал. X-Currency называется. Выбираешь, что тебе интересно, и в принципе сразу же быстрый перевод. Ага. О, зачем ты мне отдал? Окей. Thank you. Предлагает, как всегда, сфоткаться на фоне и что-то вам подставят потом. Сказали быть в маске, на носу держите маску, не трогайте никого, все. Оля сразу же на главном плакате, вон, видите, изображена. Ладно, шучу. Ага, птицы полетели. Блин, прикольный запах здесь. Ну, тропический какой-то. Ну да, не знаю, как это. Ну да, сырой землей, что ли. Ничего себе, блин, туша. Огромная, блин, рука моя, но это огромная туша. Это на смотри, какого размера. Ну, стекло, мне кажется, еще увеличительное чуть-чуть. Мне так что-то подсказывает. Что мы здесь имеем? Здесь такая круговая площадочка. Круговая. А вот вверху шум дождя или водопада. И птицы летают. Да, там прикольно. Пойдем дальше смотреть. Сейчас пойдут мимишности. Только сейчас въехал. Смотрите, труба такая. Ага, нужно вот залезть в лифт и подняться чуть-чуть. Два лифта есть с этой стороны, с этой стороны. Монетку можно... Да блин, в каждом, да, на каждой локации есть вот такой станок. Вот как это выглядит, я так понимаю, да? Прикольно. Ну да, и навряд ли мы там гепарда увидим. Будет стрёмненько. Ты давно сюда хотела, да? Да, я хотела, я видела, у нас девочка знакомая здесь была, это красиво, здесь фотографии такие красивые. Я думал, ты не сильно хочешь, поэтому склонял, может не пойдем, может в другое место, стоит ли на это тратить время, ну то есть... Thank you. Ого. Вон попугаи, смотрите, большие, туканы. Так близко, боится. А водичка. Он меня испугался. Я думал, он может ручной или... Ага, что тут есть примерно, наверное, изображено. Смотри, какой красивый. Это вообще какой-то другой, да. Посмотри на попугаев, Оля, вон. Да, я видела. Тоже? Крутяк. Ой, смотри, он ко мне идет, я его попала. Ничего себе. Я не ожидал, что он сюда подлил, окольцованный. Только ты руками не трогай, нельзя. Капец, сколько много здесь птиц разных. Вон там попугайчик сидит, вон там другого цвета. Ага, здесь кто, что? Кто-то живет. А, паук. Оля обожает таких пауков. Блин, я так боюсь таких пауков. Капец, какой большой.
А, это лемуры. Что живет? А, вообще сидят, блин, себе без печали. Смотри, какой крутой. Это близко не резких движений не делает. А я этого не видела. Я белого смотрю. А, ты этого не видела? Нет. Крутяк. Красота. Оля вообще обожает птиц. Смотри. Он сейчас меня за кроссовок укусит. Что ты меня отталкиваешь? Он сейчас меня за кроссовок укусит. Ты что так делаешь? Оля говорит, пускай укусит уже чуть-чуть. Он меня прокусит в тканевой окрас. Пупсик такой, да. Я же говорю, что укусит. Пускай укусит. It's okay, it's okay. Нравится тебе здесь? Вообще офигенные такие эмоции. Да? Мы так рядом все. Вот смотрите, полетел, блин, крутяк. Круто, для них создали такую экосистему, знаете, небольшую. Попугаи везде, повсюду, блин, какие-то птички разные, маленькие. Вон воробей вообще, как у нас на родине. Вон что-то, блин, и цвета у них, конечно, просто. Это дятел какой-то вообще. Вон сидит птичка там. Блин, много. Здесь их даже не всех сразу видишь. Что вообще какой-то черный попугай, слушайте. Да, не всех сразу видишь, нужно присматриваться. А собака ходит, там всех кусает. Смотрите, А какой белый злой. попугай, да. Злой. Всех клюнуть хочет, я еле от него спасся. А Оля подставилась и больно разок было ей. Классно тут, да? Да, прикольно. А вот смотрите какие. Ага, смешно вообще. Грызет что-то, ему нравится, ему скучно здесь. Что ты там погрызешь? Там за свободу хочешь, алё? Да ему нравится, чем поиграть. Так, здесь у нас пауки, геккончики какие-то. Вон там паук. А вот там, смотри. А, вот смотри, висит себе, блин. Спайдермен. А вон большой на фоне, а вот маленький только въехал. Так, а тут что? А, ну идите, короче, жаба там. Этого я боюсь, так. Этот белый охранник пока отошел с этого прохода, нам нужно быстро проскакивать. А, он там всех контролирует. Так, все, быстренько, проход свободен, быстро. Ага, просят не касаться птиц. Это маленькая такая. Подожди, не пугай. Такая маленькая. Смотрите, как здесь прикольно. Привет! Bye.
Ага, над тобой смотри, вот, вверху. Розовые такие. Он все сидит под этой, под водой, не боится ничего. Ага, здесь смотри, какая зелененькая есть. Вот, смотри, прям по стеклу лазит. Ага, кончик. Пойдем еще пройдемся. Ой, смотри какой. Бля, это же так такого. Не видно. Ага. Ну и напоследок сувениры. Есть подозрения, хотя я говорю, это выход, они говорят, нет, не выход, там держитесь левее. Level up, ну как level up? Ну вон выход. В принципе все есть, даже что-то перекусить, какая-то кафешка, я смотрю, мороженое. Ну да. Детям здесь понравится, в любом случае можно вот тематические себе какие-то сувениры прикупить. Ты вообще что, в захвате? А ну Блин, рассказывай. вообще даже не детям, а даже вот взрослым так классно. Они прям летают за тебя, такие огромные. Я первый раз видела такого попугая, вот такого вот. У Ну него да, такой огромный. клюв вот такой вот. Оля обожает попугаев, Мне так смотрит про нравится. них всякие тиктоки, ржет с них. Да, я же обожаю. Так классно, так мимично, так мило вообще. Посетите обязательно. Эмоций положительных валом, да, набралась? О, а вот Оля уже, когда устала, под вечерок вот так вот выглядит. Так мы всех там видели, и лемура, и какого-то там крокодила. Да, кстати, и кролики есть, и змеи, и какие-то скользкие слизни. Короче, времени, да, неограниченно, гулять, ходить есть где, в принципе, но какого-то такого большой территории нету, да, вы ходите спиралью, не спускаетесь с самого верха. Ну, выглядит круто, оформлено все круто, птицы летают, прям ощущение, знаете, полностью погружение, они вокруг тебя, все открыто, все в доступе, трогать их нельзя, конечно, хотя они тебя норовят все время как-то тронуть. Ну, прикольно Смотри, какие довольно. классные чашки, 59 дирхам всего лишь. Смотри, какая Прикольно, чашка 3D такая. такая типа, да? Это как контактный зоопарк, наверное, ну, только акцент на птицах, да, на джунглях. Ну, прикольно. Что важно еще, мне сказали, вот девушка рабочая сказала, что в час дня будет идти тропический дождь. Мы хотели на него попасть, но мы чего-то как-то тупанули, справки не навели и не знали, когда это все произойдет. Наша прогулка, наша экскурсия подходит к концу. Однозначно рекомендуем, Оля точно рекомендует даже за любые деньги, а я так говорю, что чуть-чуть бы она дешевле была, ну, не было вопросов. Еще как бы сюда добраться нужно. Эта локация находится недалеко от Бурдж-Халифы. Если вы на метро приезжаете, Бурдж-Халифа направо, а это налево. И мы от метро шли пешком минут 15-20, может быть, максимум. Ну, вот так вот, может быстрее, ну, плюс-минус. Какое-то небольшое резюме нужно подбить по поводу, что мы вообще посетили. Я сейчас вам сделаю захват экрана, просто сниму, покажу. Вот топ-30. Башня Бурдж-Халифа посетили. Музыкальный фонтан Дубай посетили. Острова Пальм, ну, один этот остров готовый сейчас, поэтому мы на нем были. Мы посмотрели, что смогли, что входило в ту обзорную экскурсию, на которой мы были. Мы эту пальму еще видели с обзорного колеса. Эмиратские башни. Мы даже не планируем посетить, я вам картинку покажу, чтобы вы понимали, как они выглядят. Дубай-Марина входит также в этот список. Мы его посетили не раз даже, мы его посетили. Курортный комплекс Атлантис. Мы его видели со стороны, когда мы были на пальме Джумейра. Нюанс в том, что это дорогущая гостиница, там и с дельфинами, и с акулами можно поплавать, с какими-то развлечениями. Я думаю, это все можно почитать в интернете. Мы, конечно же, туда не поедем. Напомню, что мы здесь всего лишь неделю, и все, что мы смогли за неделю посетить, я думаю, это более чем. Точка. Отель Парус. Со стороны посмотрели.
ближе уже не пускает, раньше пускали туристов. ТРЦ Дубай-Бол, мы там были несколько раз и сейчас еще раз туда пойдем. Там есть недалеко, оказывается, возле фонтанов, такое металлическое большое сердце, как я понял. Очень прикольные фотки можно сделать. Раз уж мы недалеко, мы пойдем там сфотографируемся. Дубай-Молл тоже посетили. Аквариум Дубай-Молл посетили. В предыдущих видео смотрите. Горнолыжный комплекс Ski Dubai. Мы там были рядышком, мы живем прямо возле него, это возле нашего Emirates, Mall of Emirates, возле нашего торгового центра. Внутрь мы не пошли, в любом случае, нам не интересно. Вам рекомендую, если интересно будет сходить, это уникальная возможность в жаркой стране, где ни одной тучки, блин, ни разу не увидели за все время, там лежит снег. ТРЦ Mall Emirates, вот следующий идет. Мы его посетили, наверное, раз в день мы его посещали. Аквариум Lost Chambers, популярная какая-то вещь, но мы в одном аквариуме были, в другой не пошли. Этот, я так понимаю, возможно, круче, чем тот, в котором мы были. Не знаю, вникайте, если вам это интересно. Мы не планируем его посетить, поэтому вам решать, идти или нет. Аквапарки. Вот один есть, Wild Wadi какой-то, мы не поехали. Другой от чего, блин? Аквавентура. Я думаю, есть у других ребят в интернете, есть эти обзоры. Если вам интересно, можете посмотреть видео кого-то другого. Я думаю, вам будет интересно. Дельфинарий, кстати, есть, в Атлантисе, если не ошибаюсь, тоже в гостинице. Но это уже по 16-й позиции. Золотой рынок, мы были на одном из арабских рынков, но это не золотой рынок. Ну, как вариант, что мы не посетили. Рынок специй, не вижу в этом смысла. Я думаю, может быть, колоритные разве кадры какие-то сделать, но мы все, что необходимо из сувениров, из съедобного покупаем в торговых центрах, в больших супермаркетах. Собственно, вам и рекомендую это делать. Все, остальные пошли какие-то непопулярные вещи, какие-то районы уже, дома каких-то шейхов. Green Planet зато мы посетили. Мечеть Джумейра. Ну да, мы еще посетили достопримечательность, которой нету на этом сайте. Я не знаю, это любой попавшийся сайт, я просто на него зашел. Подождите, а где здесь рамка? Парк цветов, который закрыт, не работает. Парк Забиль какой-то. Ну, мы на него забили и не пошли. Джумейра Бич парк. Пляж Кайт Бич. Я планировал на него сегодня сходить. Оля устроила мне такую деликатную истерику, говорит, не хочу нафиг нам тот пляж. Мы посмотрели Марина Бич, который прикольный пляж. Просто у нас эта поездка не пляжная какая-то, понимаете. Дубай настолько развит футуристически в плане урбанистики, и на пляжах покупаться мы успеем вот в ближайшем будущем. Мы планируем скоро на месяцок в жаркую страну вырваться. И я думаю, пляжа там будет более чем, и воды наглотаемся океанической мы там точно вдоволь. Поэтому, сорян, как-то пляжиком, обзором кратким обойдемся, который называется Марина Бич. Вот он, кстати, Марина Бич в списке идет, потом ипподром, Дубайская пустыня. Нам не интересно, мы в Египте были не раз. Короче говоря, не могу понять, почему здесь нету рамки еще Дубая, может, я ее пролистал. Я не знаю, почему как-то не очень все гиды, туроператоры как-то немного умалчивают. Я не знаю, как это просто характеризовать, как это рассказать. Почему все не кричат, что обязательно валите в Дубай? Для туриста это просто, блин, вырви глаз. Вот для тех, кто был в Турции, в Египте, например, сразу номер 3 обязательно, просто must-have, нужно ехать в Дубай. Просто офигенный мегаполис, современный, развитый, богатый, крутой, блин, дорогой, я не знаю, все сразу в одном. Это те туристы, кто привык, допустим, к all-inclusive в Египте и в Турции, вот вам надо сюда ехать. Тут все просто, спокойно, все под кондиционерами. Безопасно, налажено. Да. К тому, что это следующий левел для вас. Турция, Египет я не осуждаю, не говорю, что это плохо или хорошо. Мы сами иногда туда ездим. Но это настолько примитивно и такой тюленей отдых, что Дубай здесь вы можете себе спланировать, что куда поехать, посетить каких-то там, даже на Бурдж-Халифу подняться, нет, финансы не вкладывайтесь. Вы можете вокруг погулять, поснимать, то есть насладиться просто воочию этими масштабами, понимаете? Это я к тому, что где-то, возможно, здесь будет дороже, но можно вы, например, взять с октября по май, это считается сезон, здесь не так сильно жарко, но тем не менее мы пытаемся в теньке, видите, стоять. И в это время можно взять недорогие себе экскурсии, туры я имею в виду, и выбрать каких-то несколько экскурсий, на это заложить финансы. Возможно, это выйдет не намного дороже, чем тот же Египет, и смотря какая Турция. Есть такая Турция, которая дороже, чем мы в месяц на Занзибаре, например, потратили, обходится людям. Поэтому Дубай я просто настоятельно рекомендую посещать. Это, я не знаю, почему многие как-то не договаривают, умалчивают и не слишком как-то открыто говорят, что это очень крутой отдых для туриста. Здесь очень налажено все для туриста, инфраструктура.
И огромное количество мест, куда можно пойти посмотреть, насладиться. Я чуть-чуть глаза по-другому открыл и удивился в хорошем смысле слова. Не знаю, почему до этого нам как-то не так сильно хорошо отзывались о Дубае. Все говорили, в Дубае вы потратите огромные деньги на питание, там все сложно. Снимайте жилье или покупайте тур с отелем, который недалеко, например, от торгового центра. Вы там сможете себе питаться на фудкортах, что хотите, как хотите, когда хотите. Мы взяли завтрак и ужин. Ужин я чуть пожалел, потому что если бы мы не брали ужин, я бы питался разнообразнее в других местах и что-то пробовал бы местного, уличной еды и так далее. Ну вот вы меня понимаете, это не так дорого. Мы живем в том районе, Аль-Баршан. Да, вот в том районе мы живем, и там все очень круто развито, много индийских, азиатских кафешек, просто завались еды, и по ценам, ну, плюс-минус нормально, по киевским ценам ориентируемся. Ну, дешево, я бы сказала, для Дубая это дешево. Для Дубая, да, это вообще недорого, поэтому все до единого нам говорили, что вы там потратите огромные деньги на еду, там все очень дорого. Но если вы живете в дорогой гостинице, которая на отшибе, да, и вокруг ничего нет, конечно, будет дорого. Ну, блин, это понятное дело. Сейчас пройдем прогуляемся до Бурдж-Халифа, и я вам там покажу сердечко, как выглядит. Мы были бы не мы, если бы мы до нужной локации добрались и ничего не съели. Одна из позиций из топ-еды в Дубае у нас это японские чизкейки. Просто вкуснейшие, нежнейшие, вот такие вот штуки. Итак, Оля тут уже на седьмом небе от счастья. Боже, это так вкусно. Короче, по ценам мы взяли маленький, это 20 дирхам, средний 70, большой 120, маленькие тарты по 15, ну, это кофе. Боже, благослови того человека, кто это придумал. Это, наверное, самое лучшее вообще в мире десерт. Боже, он такой нежный, такой молочный. Мы покупали в супермаркете, 30 дирхам стоил вот средний, как здесь. Здесь 20 стоит маленький. Но этот, как я понимаю, более сырный. Мы как-то раз проходили мимо и попробовали просто, ну, тестеры такие были на зубочистках, знаете. Это как запеканочка такая нежнейшая с Филадельфией такой, да? Ну, это что-то между запеканкой, нежнейшим бисквитом. Ну, прикольная штука. То есть всем рекомендуем пробовать, и мы как сувениры домой возьмем. Вкусно. Она вообще на нем помешалась, и невозможно ничего не снимать, не общаться с ней, когда это происходит. Ну, поглощение как пирога Олей. Последний денек в Дубае полноценный, жена. Ну давай свое наболевшее, вот за, против только вообще. один пункт. Это вот эта вот херня, блин. По-любому. Как она меня уже кумарит, я уже не могу, я уже до слез, знаете, уже истерика у меня. Ну я Жара. на расслабоне, я это принял, а Оли уже Не, я не могу, у меня уже, короче, крыша прыщами едет. посыпала. 38 градусов, жарко, блин, еще в эту маску носить, это, конечно, вообще. Если ты не будешь носить маску, или $4000 штраф, или депортация. Но мы сегодня последний день, пошла она в жопу, эта маска, хай депортируют, я уже домой поеду. В плане штрафов я ни разу за это время не заметил ни одного полицейского, ни машины полицейской. Вообще меня это удивило. Я не знаю, как они все наладили так, что без их присутствия все работает. То ли они скрыто это все наблюдают как-то, я не знаю. В целом мы Дубаем вообще довольны с головой. Просто в омут этот нырнули и просто прозрели, мягко говоря. Почему его так мало пиарят, все туркомпании и так далее, я не знаю. Мне кажется, чуть недооцененный Дубай, в принципе, в целом, и в основном, и в общем. Мы пришли еще до, наверное, последней нашей локации в Дубае, какой-то такой весомой, красивой, прикольной. Это сердце... С дыркой посредине. Не, как-то Дубай Mall Heart, как так называется. Не, так прикольно сделано, смотрите, когда... И на фоне Бурдж-Халифа. Это говорит о том, что каждое сердце разбито. Тоски. Короче, Оля, ты там что, ТикТок она смотрела, конечно. Что это написано? Люби меня, Ричард Хэнсон. Мы решили не тянуть резину и заодно как бы рассказать, что нам все это обошлось, во сколько нам это все стало. Поездка на двоих обошлась с ужином и с завтраком $1300.
На экскурсию мы потратили $200, туда входила обзорная экскурсия по Дубаю. А, мы на аквариум еще брали. Обзорный аквариум, да, мы брали. Колесо Дубая, Ай Дубай, мы сами покупали через интернет. И заранее вам рекомендуем это делать, если вы Да, будете и планировать. все очень просто там вообще элементарно. Потом мы покупали сами на рамку, уже приехали, непосредственно купили на месте. Потом мы на Green Planet были, сами покупали на месте билеты сегодня, да. Ну, короче, в сумме, давай, все наши экскурсии, все эти видосы, которые вы видели, нам обошлись до $2000, так получается? Ну, правильно? примерно 2, если разобраться так с подарками, с сувенирами. Ну да, вся поездка. всего, вообще все, полностью, абсолютно нам вышло $2000. Да. Ну, чтобы вы не думали, что там что-то скрытые какие-то еще траты были. Это мы не ели в дорогих, прям супер крутых ресторанах. Да. Мы питались в отеле, у нас был завтрак и ужин, и плюс иногда мы перекусывали, пробовали разные вкусности, то пироги какие-то эти японские, мороженое. Ну, короче говоря, что среднестатистический человек может в торговых центрах пробовать. На фудкорте что-то азиатское. Вы, да, фрукты покупали регулярно относительно. Дубай настоятельно рекомендую просто всем. Просто всем. И до этого я почему-то сюда вообще не стремился. Мне казалось, что здесь просто напыщенность, понты, это дороговизна. Кстати, фонтаны почему-то играют. Почему? Непонятно. Очень странно. Мы думали, но вечером только. Вот вам, пожалуйста. Хочешь жить здесь? Не, в маске нет. Больше, чем вечером, мне понравилось. Скажи, прикольный даже, чем вечером. Лучше концовки, наверное, не придумаешь. Фонтан был не подстроен, просто так сложилось. Спасибо, что были с нами очередной раз. Нас впереди еще ждет очень много интересного, красивого и незабываемого. Мы зимой, как я говорил, летим в теплую страну, пока не говорю куда и как и зачем. Возможно, мы до этого еще побываем где-то. Никто не застрахован, да, от внезапных путешествий. Любые вопросы пишите, звоните, как говорится. И всего снять невозможно, говорю регулярно. Если что-то где-то не доснял, спрашивайте. Если где-то ошибся, исправляйте. Будьте активнее, позитивнее. Мой лозунг по жизни. Все. Куда-куда покажи? Вот так вот, лаунж-зона, вот так вот туда. У нас в аэропорту Дубая есть 4 варианта лаунж-зон, которые входят в наши карты. Сейчас посмотрим, что это из себя представляет.
такое маленькое бонусное видео, да, это для тех, кто досмотрел до конца, так сказать. Это один из лаунжей, который... Thank you, bye. Это один из лаунжей, который доступен был нам. Это один из 4 лаунжей, который был доступен нам. Есть еще отдельные лаунжи типа British Airways, но, конечно же, нам они недоступны. Премиум карты банков включают в себя вот каких-то... Здесь, например, 4 лаунжа в Дубае. В Египте там мы были, какой-то простенький был. Если где-то путешествуете часто, то есть смысл, может быть, мы 250 гривен всего платим за содержание этой карты Я ежемесячно. получила такое удовольствие эстетическое. Вообще туда, в лаунж, обратно в лаунж. Так классно. Кофе был вкуснее, чем, где-либо в каких-то дорогих кафе-ресторанах Киева. Я не знаю, с чем связано. Простой кофе с машины, с аппарата. Я как-то вообще не понял, в чем прикол. Перекусить можно, кофе попить, какие-то пироженку там глотнуть быстренько, если какая-то длительная пересадка. Аэропорт Дубая немножко тоже удивил. Поезд внутри ходит, прикольно.